Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую случайных зрителей. Подписчикам же крепко жму руку. А в этом видео мы с вами будем распаковывать огромную посылку, не помещающуюся даже в кадр. Посылка у нас будет относиться к категории видеонаблюдения. И сразу после заставки канала погнали! Итак, видеонаблюдение, марка у нас здесь ZOSI, HDMI написано, и так далее, стандарты. Посылочка картонная, добралась до меня транспортной компании EML до двери. Ну давайте ее с вами потихонечку вскрывать. Единственное, прочитаем, что у нас здесь написано. Professional Security Made Easy DVR Video Surveillance Station 8RN, 8-канальный, 4 камерами комплект. Ну и вскрываем. Давайте ее. Значит, другие характеристики посылки: стоимость в рублях, в долларах. Вы в данный момент сейчас видите на экране. Комплектик не из дешевых, но и зато, в общем-то, практически готовое решение, которое еще более того в перспективе можно модернизировать, добавлять дополнительные камеры, до 8 штук камер здесь будет поддерживаться. Камеры при этом, при всем заявляются PoE-шные, то есть поддержка PoE, Power over Ethernet. Так. Ну, при покупке наборчиков видеонаблюдения из Китая, наверное, марка ZOSI, да, это у нас наиболее такие сейчас популярные камеры. Есть, конечно, другие альтернативные бренды, но там все будет чуть-чуть посерьезнее, скорее всего, и уже, соответственно, подороже. Так, сразу же у нас здесь бросается в глаза вот такой наборчик кабеля витой пары, обжатый уже, причем обжатый он таким заводским путем. Так, это у нас первый элемент. Всего здесь 4 таких набора обжатой витой пары. Так. Ну, так как 4 камеры в комплекте, соответственно, 4 провода. Все осмысленно. Так, далее у нас идет здесь. Так, давайте я, наверное, кадр вот так уберу и буду выгружать. Значит, камера 1. Камера 2, камера 3, камера 4, сам NVR, коробочка огромная достаточно, ну и коробочка ZOSI, это всякое сопутствующее здесь. Сейчас все увидим. Ну, давайте начнем, пожалуй, с одной из камер. Откроем, посмотрим, как они у нас с вами смотрятся. Да, камеры у нас внешние, то есть для внешнего монтажа, уже с поддержкой PoE. Ну, вроде бы так все достаточно серьезно. Внешнее крепление, регулирование. ПТЗ, конечно же, нет, она у нас сама не двигается. То есть, куда мы направили, туда у нас оно и смотрит. Моделька камеры у нас с вами ZG2612D, DC-in 12 вольт, 500 миллиампер. Расплюсовка написана Made in China, ZOSI Technology Company. Так, вот такого типа камеры. Так, теперь распаковываем. Так, значит, сам NVR H264 PoE Network Video Recorder. Комплектный здесь у нас также фигурирует. Так, давайте заглянем и посмотрим, как он у нас из себя смотрится. Там мануальчик у нас есть в комплекте и сам NVR в коробке. Немного поролончика. Так, выглядит он вот так. Ну, размеры такие, в общем-то, более-менее стандартные, учитывая, что туда у нас нужно установить будет жесткий диск. Так, смотрим на порты. Кнопка включения питания, DC 48 вольт, значит, PoE порты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, USB 2.0, 1-2 порта, LAN порт, HDMI VGA порт и Audio In, Audio Out. Так, ну давайте его вскроем, это как бы важный момент, посмотрим, как он у нас выглядит внутри. Так, ну что ж, я отвинтил, соответственно, 2 винта с этой стороны, винты с задней стороны. Качество изготовления нашего корпуса, вон, смотрите, они у нас немножко такие, ну, так себе на самом деле корпус. Ну, по идее, это не критично для бюджетного видеорегистратора. Соответственно, заглядываем внутрь нашего регистратора. Видим здесь у нас пустоты. Это место для установки
жесткого диска. Так, здесь вот у нас, соответственно, два разъемчика SATA, питание, интерфейс. Так, здесь это у нас индикатор USB порты. Батареечка типа КМОСа получается, чтобы время сохранялось и прочие настройки при выключении. Вот две платки. В общем-то, вот так вот. Попробуем их разглядеть немножко. Такие. Вот. Ну и здесь у вас будет прикручен жесткий диск, соответственно. Ну что, дальше, соответственно, надо пробовать устройство включать, проверять. Для этого, соответственно, нам потребуется уже вот эту коробочку основную разобрать. Давайте ее состав тоже посмотрим. Здесь у нас простенькая китайская мышь, рублей за 100, наверное, или даже меньше. Еще один сетевой кабель, RJ45. Так, инструкции есть. Ну, наклейки, ведется видеозапись, но, к сожалению, на английском, и нам они не ахти как пригодятся. Вот инструкция. Инструкция, что радует, у нас на испанский, английский, итальянский, по-моему, что-то такое. На 3 языках, русского нету. Но так как есть английский, этого, в общем-то, достаточно, чтобы разобраться. Так, здесь у нас всякие монтажные принадлежности. Так, здесь у нас HDMI кабель. Ну, наверное, должен быть все-таки более-менее хороший, так как система все-таки более серьезная. Так, имеется кабель питания, ну, такого компьютерного типа. Так. Блок питания. Так, CS Power Supply, CS 480230, значит, output 48 вольт 2 ампера. Это как блок питания для электросамоката. Тяжеленький такой, более-менее серьезный. Ну и здесь, соответственно, еще всякие принадлежности для монтажа, для коммутации. Так, ну что, пробуем первый раз включить наше устройство. Так, подключил я, соответственно, монитор. Включен, готов к запуску. Запускаем устройство, раздается сигнал. И после этого мы наблюдаем мы за экраном. Так, ZOSI Professional Security Systems Manufacturer. Так, происходит запуск, ждем. Заодно измеряем, сколько у нас по времени. Могу сравнить по времени запуска с устройством от Novicam, недорогим, примерно в 4000 видеорегистратор уместился. Вот он бы уже сейчас в принципе запустился, скорее всего. Здесь мы до сих пор видим заставку производителя. Аппарат все еще запускается, у нас горят индикаторы. Почему-то горит зеленым HDD, хотя жесткий диск я не устанавливал. До сих пор заставка. Так, ну по параметру скорость запуска данное устройство, конечно, проигрывает, например, Novicamовскому регистратору, ну, наверное, и многим другим. Вот, ну, это, наверное, не самый критичный параметр, с другой стороны. Так, все, переключился запуск. Так, и мы с вами видим мастер, Wizard. Он нам предлагает выбрать название видеорегистратора, язык. Посмотрим, какие у нас языки здесь в списке присутствуют. Английский, китайский, испанский, французский, немецкий, какой-то корейский, что ли. Русского нет. Формат даты, формат времени, смещение по GMT. Это у нас плюс 4 мы ставим в России, либо плюс 3. Это в зависимости от того, лето или у нас зима. Устанавливаем правильную дату, правильное время и показывает, запускать ли Startup Wizard в дальнейшем. Так, выбираем финиш. Так, финиш. Так, идет индикатор «Ожидайте». После этого он нам предлагает установить пароль. Не менее 6 символов, 6 или больше. Соответственно, используя клавиатуру, ну, поставим пока временно 1, 2, 3, 4, 5, 6, допустим, пароль. Здесь то же самое, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter, OK.
Все, это у нас главный интерфейс работы программы. Мы видим, соответственно, отображение время даты. Диск lost, диска нет действительно. И количество полей. Так, здесь у нас менюшка. Single, Multi, Start Scan, Color, eZoom, Audio, Snap, Stop Record, Playback, ASPC Channel, Main Menu. Давайте в Main Menu зайдем. Админ, пароль мы с вами помним. Enter, логин. Вот мы зашли в главное меню нашего устройства. Так, Setup, настройки, Basic настройки, Live настройки, Record настройки, Schedule настройки, Alarm, Motion Detection, Video Loss алярмы и другие алармы. Так, возвращаемся. Network, настройки сетевые, видим их. Идем дальше. Users, настройка пользователей. И Advanced, это дополнительные настройки. Reset, импорт, экспорт и выход. Выход. Так, кроме сетапа есть поиск по времени. Здесь можно по событиям искать видео. Бэкап. Можно сделать бэкап какого-то видео. Инфо о системе, пожалуйста. Эвенты. Логи. Network. Online users. Exit. Disk management. Логов. Shutdown и Upgrade. Есть возможность сделать обновление версии. Ну все, вот такой вот интерфейс. Устройство рабочее. Осталось подключить камеры и проверить камерами. Так, еще один запуск. Теперь я уже подключил одну камеру. Сейчас мы включаем устройство и проверим, насколько у нас работоспособна камера с подключением по PUE. Включили. Зося. Камера уже настроена, регистратор настроен в предыдущем фрагменте видео. Так, соответственно, сейчас он сразу же после запуска должен войти сначала в мастер, потому что галочку мастер я не снял. Вот. После этого должны появиться уже в рабочем режиме отображения камеры. Одна камера должна у нас работать. Так, вот у нас мастер снова. Я нажимаю сразу финиш. И вот я вижу одну камеру подключенную. Ну вот, да, видна моя рубашка. Вот, дневной режим, ночной режим заодно. Сейчас проверяем, вверх ногами камера лежит. А вот мои обои. И я камеру держу. Я держу камеру в руке. Так, ну что ж, система работоспособна, причем сразу же все это у нас дело запустилось. Никакого дополнительного конфигурирования, настраивания айпишников я не делал. Так, проверяем корректную работу светодиодов в ночном режиме. Они тут немножко светят, конечно, камеру. Ну вот, все видно. Камера отображается. Ночной режим корректно, значит, все работает. Окей. А сейчас мы попробуем еще, наверное, подключить другую камеру. Камеру от Navicam системы. И попробуем, посмотрим, что произойдет. Так, ну что же, навскидку, потратив минут 15, подключить камеру другого производства к данному видеорегистратору у меня сходу не получилось. Я не говорю, что это совсем невозможно, просто по всей видимости придется помучиться, почитать, может быть, форумы, там, погуглить. Вот. Но подключение стандартных камер не вызывает никаких проблем, просто втыкаете камеру в порт, и она у вас сразу же начинает работать. При этом, при всем, она у нас запитана просто через PUE. То есть не требуются дополнительные блоки питания для камер. То есть просто один кабель. Проложили, камеры подключили, и все у вас будет уже работать. С камерами стороннего производства, если хотите помучиться, дерзайте, покупайте, пробуйте.
Вот, в принципе, я, наверное, пока что свои тесты данного наборчика, наверное, буду заканчивать. В общем-то, более-менее произвел данный видеорегистратор, данные камеры неплохое впечатление. За свои деньги, я считаю, это неплохой выбор. К тому же, если приобретать по каким-нибудь большим распродажам с применением купонов, кэшбэков и прочих всяких секретных штучек, позволяющих сократить стоимость ваших покупок. Сам видеорегистратор очень похож по качеству исполнения на видеорегистратор от Navicam, а может быть Navicam чуть-чуть более добротно сделан в части языковой поддержки, то есть там есть русский, английский. Вот чуть меньше там глюков, возможно, интерфейса, но визуально все где-то примерно на одном уровне, как мне кажется. Так, произвожу обратный тест, пытаюсь найти камеру ZOSI, приложение Navicam поиск для удобного конфигурирования, подключения камеры к системе Navicam. Естественно, ZOSI тоже не находится у нас в приложении от Navicam, потому что камера другого производства, и немножко там по-другому все будет внутренне идентифицироваться. Ну, на всякий случай проверил, нет ли простого подключения наоборот. То есть, по идее, для конфигурирования придется заходить на камеру браузером, вот, ее настраивать, конфигурировать вручную, подключать. И для этого, конечно, нужно сначала выяснить, то есть, какие настройки камеры нужны для того, чтобы камера полноценно вписалась, соответственно, в ту систему, в которую вы хотите ее добавить. Так, ну что ж, в принципе, свое впечатление об системе я уже рассказал. Единственное, могу для сравнения еще привести информацию, то есть сколько бы аналогичный комплект обошелся, например, при покупке в компании Navicam. У них, в общем-то, примерно схожее оборудование. Единственное, здесь у нас камера, насколько я понимаю, 2-мегапиксельная. Вот, если брать 1-мегапиксельную камеру, например, в Navicam, ее стоимость будет от 3 до 4 тысяч, в зависимости от конкретно выбранной вами камеры. А видеорегистратор там тоже обойдется где-то 3,5-4 тысячи. Вот здесь же у нас получается 2-мегапиксельные камеры, около 2000 за штуку. Видеорегистратор тоже, по-моему, около 2000 получается. В общем, вполне себе определенная выгода при покупке. Прочие эксплуатационные характеристики достаточно неплохие. Соответственно, по вот этим вот данным можно найти приложение для доступа к NVR. Давайте приложение поставим. Оно у нас занимает 3-4 мегабайта. Сейчас немножко посмотрим на это приложение еще. Так, ну вот есть превьюшки приложения, в принципе, в Play Market, как оно смотрится на телефоне. Угу. Так, ну вот приложение установилось, давайте его с вами откроем. Вход в аккаунт. Дальше, соответственно, я не смогу войти, потому что регистратор я в сеть не подключал. Вот, ну, руководствуясь, по крайней мере, хотя бы превьюшками, в принципе, можно сказать, что приложение должно работать. Вот, чуть позднее могу более подробно сказать о качестве приложения, о том, как оно написано, уже по практическому использованию данного регистратора. Все, на этом я пока что заканчиваю. Если у вас есть любые вопросы, смело задавайте их в комментариях. Вас я благодарю за просмотр моего видео до конца. В конце мне, как всегда, формальности. Спонсорами этого видео являются международные площадки AliExpress, Tmall, Gearbest. Список лучших товаров по моей версии, как всегда, ищите в описании к видео. Желаю вам безопасных домов, уверенности, спокойствия и благополучия. Все, всем удачи, пока.